Приветствую вас на канале Техревизор. Как выбрать принтер и не пожалеть о покупке из-за бесполезных опций и сильной переплаты? Разобраться, какой принтер нужен и с каким типом печати, изучить рынок, предложения разных брендов, сравнить их характеристики, почитать отзывы и изучить опыт других пользователей. Если всем этим заниматься не хочется, можете просто посмотреть этот рейтинг. В нем я собрал десятку принтеров под разные задачи, бюджет и потребности. В топе есть недорогие модели для дома и учебы, варианты посерьезнее для небольшого офиса, а также дорогие принтеры для крупного предприятия. Для удобства не стал разбивать участников рейтинга по цене, решил разделить по типу печати – лазерная и струйная. А смешивать типы печати в кашу как-то не очень получится. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начнем с категории струйных принтеров. Тут на пятом месте стоит Canon PIXMA G1410. Классный и более-менее недорогой принтер для дома и небольшого офиса. Впрочем, под эти требования подходит большая часть всех участников. Давайте познакомимся с этим Canon поближе, разберемся, в чем именно он хорош. Базово вся печать строится не на картриджах, а на системе непрерывной подачи чернил SNPC. Это в первую очередь делает один отпечаток на порядок дешевле принтера с привычным картриджем. Усугубляться в технические нюансы не будем, экономичность – это главное в нашем случае. Ну и заполнение емкостей под чернила, само собой, это не смена картриджа. Тут все просто, хоть шприцом заливайте. Только следите за уровнем, чтобы чернила не опускались ниже половины, а то часто система завоздушивается и потом криво работает. Так этот принтер печатает и черно-белыми, и цветными чернилами. Всего 4 емкости. Главный козырь – это ресурс. На одной заправке принтер в черно-белом печатает до 6000 страниц, в цветном – до 7000 страниц. То есть для редкого домашнего пользования этого хватит прям на несколько лет. К качеству отпечатка претензий нет. Принтер берет в работу и бумагу разной плотности, разных размеров и всякие открытки, конверты, наклейки. При этом максимальное разрешение печати 4800 на 1200 dpi. Конечно, полотно текста печатать в таком качестве нет особого смысла, но какую-нибудь картинку на большом формате почему бы и нет. Цвета передает хорошо, фото выходит четким и детализированным. Единственный момент – подключается принтер только по USB. Wi-Fi тут не завезли, поэтому провод в руки и вперед. Понимаю тех, кто никак не хочет возиться с кабелем, поэтому на 4-е место поставил Epson L1250. За небольшую доплату мы получаем встроенный Wi-Fi модуль, который позволяет просто в несколько тыков подключиться к принтеру хоть с дивана из другой комнаты и распечатать, что вам нужно. Epson L1250 тоже поддерживает цветную печать, тоже с SNPC, поэтому по большей части больше ничего интересного в него не докинули, разве что немного урезали ресурс черно-белых чернил. Тут с одной заправки получается сделать до 4500 листов, а вот цветной добавили и получили 7500 страниц. Все это для формата А4, если что, так что с объемами тут тоже проблем никаких, что для маленького офиса, что для печати всяких докладов, презентаций, рисовалок и так далее. А там уже найдете чем заправить. Буржуи легко решат вопрос покупкой оригинальных чернил. Простой люд же сможет обойтись и дешевым аналогом без вреда для качества печати и самого принтера. На выходе мы имеем высокое качество печати с разрешением 5760 на 1400 точек на дюйм. Хватит буквально для всего, что можно вместить в этот принтер. И глянцевая бумага, и фотобумага, и этикетки, и открытки, и конверты. Для печати картинок он тоже хорош. Конечно, есть эпсоновская фишка с остаточным следом от роликов, но встречается такое редко, поэтому особо переживать смысла нет. Любой принтер имеет свой минимальный процент бракованных отпечатков. Печатает не очень быстро, порядка 10 страниц в минуту при черно-белом отпечатке и 5 страниц при цветном. Это струйник, большего и не будет. Фотки и того дольше печатаются. Возвращаемся к Canon PIXMA, только к другой модели G540. В нем тоже стоит система непрерывной подачи чернил. Ресурс печати такой. Черно-белых листов А4 можно наштамповать около 3700 штук. И это еще меньше, чем у прошлого Epson. Но если говорить о цветных отпечатках, то здесь этот принтер выдает около 8000 страниц. Между прочим, самый большой показатель среди сегодняшних подобранных мной струйных принтеров. Максимальное разрешение печати 4800 на 1200 dpi.
Поэтому качество итогового отпечатка что ЧБ, что разноцветного плюс-минус одинаковое. По крайней мере, никаких косяков не выявлено. Однако есть и ложка дегтя. Это скорость. При высоком разрешении за 1 минуту можно получить 4 листа. И неважно, ЧБ или цвет. Просто 4 листа формата А4. Совсем не густо. Хотя есть люди, которым скорость печати не так важна. Поэтому, если вы из таких, следующий факт может заставить посерьезнее присмотреться к этому принтеру. И это возможность печатать удаленно с любого устройства, которое поддерживает Wi-Fi. То есть вы даже с телефона можете подключиться к принтеру и распечатать то, что нужно, не вставая. Причем поддерживается и iPhone, и Android. Как по мне, это то удобство, за которое реально стоит переплатить. По крайней мере, потом вы будете так думать, когда в очередной раз придется подключать принтер проводами, вместо того, чтобы за пару движений пальцем по экрану распечатать несколько страниц. Кстати, о бумаге, которую этот принтер может переварить. Просто уточню, что он справляется со всеми типичными форматами: А4, А5, А6, мат, глянец, фото и вот это вот все. На второе место я решил поставить интересную модель HP OfficeJet 202 Mobile Printer N4K99C. Это компактный переносной принтер для любых случаев, может для какой-нибудь выездной работы или совсем редкого использования. Хотя стройник явно не очень подходит для долгих простоев. Но если ставить нормальные картриджи, то пару месяцев все вполне может прожить без особых последствий. О характеристиках. Тут есть встроенный аккум, от которого принтер может работать хоть целый рабочий день, печатая ЧБ и цветные фото. Конечно, меру тоже знать надо, но бегать заряжать по несколько раз не придется. Но можно и просто от сети запитать принтер. Ну и как же без Wi-Fi подключения к устройствам? Тут легко по беспроводу подключаются все телефоны, ноутбуки и компы, которые нужны. По самой печати, само собой, какой-то бешеной скорости не ожидается. Как заявляет HP, 4 листа А4 в ЧБ и 7 в цвете за 1 минуту. Фотки, конечно, еще дольше. При этом принтер печатает на бумаге и конвертах. Сфера применения не самая широкая, но для офисной работы этого хватит. Ресурс печати тоже скромный, но только если сравнивать с полноценными настольными моделями. Так-то 600 листов от ЧБ картриджа и 300 от цветного еще очень даже приличные показатели, как для мобильного принтера. А там уже не страшно. Картриджи легко меняются, даже не обязательно на оригинальные. Главное, чтобы качество печати соответствовало, а тут с этим проблем нет. И текст, и картинки четкие, яркие и понятные, без смазывания, полос и других нюансов. На первое место я все-таки поставил принтер традиционного типа Epson EcoTank L8050. Как раз то, что нужно для большинства пользователей, которые ищут принтер с низкой ценой одного отпечатка и отличными характеристиками за свою цену. Так, этот принтер тоже печатает и черно-белым, и цветным. Да, принтер только с ЧБ-печатью подобрать не получилось. Но в принципе, если так сильно надо, можно посмотреть дальше лазерные модели. Там этого добра хватает. А пока с этим разберемся. Больше всего именно этот Epson понравился тем, что производитель исправил ошибки прошлых моделей. Тут доработали качество печати в плане полос, которые часто встречались в прошлых поколениях. Также решили проблему с завоздушиванием демпфера. Собственно, из-за него часто и получалось так, что после неправильного использования принтер начинал портить отпечаток. Здесь же с этим проблем не будет. Заправляйтесь и пользуйтесь на здоровье. И ресурс у чернил тоже радует, особенно после тех нескольких сотен, которые выдает прошлый мобильный HP. Здесь же из коробки дается черного на 3600 страниц и цветного на 7200. При умеренном домашнем использовании этого хватит еще надолго, при более нагруженном офисном поменьше, но не проблема заправить. Печатает он тоже с высоким разрешением 5760 на 1440 пикселей. К качеству претензий нет. И картинки, и текст получаются четкими. Да еще с какой скоростью, на А4 до 22 страниц в минуту, что в ЧБ, что в цветном режиме. В остальном только зависит от носителя: конверт, наклейка, этикетка или что там у вас. Но в целом придраться можно разве что к отсутствию автоматической двусторонней печати. Ее очень не хватает. А так, на месте беспроводное подключение по Wi-Fi, качественная печать, высокая скорость и универсальность в применении. Чем недостойный первого места принтер. Вот теперь после него можем посмотреть и на лазерные принтеры. Тут на пятом месте стоит Canon iSensis LBP6030B. На нижнюю строчку он попал по большей части из-за ценника. За свои деньги ему немного не хватает функционала, который мог бы это оправдать. К качеству печати, конечно, вопросов нет.
По своему назначению это такой же домашний или офисный принтер, только с лазерной технологией печати. Уже с картриджем все как положено, только с одним черно-белым, без дополнительных цветных. Тут он сменный. Из коробки может напечатать до 1600 страниц. Да, не 5-7 тысяч, как в случае с прошлыми струйниками на СНПЧ, но тем не менее. Заправляться придется почаще. Ставить оригинальный картридж при бешеных объемах печати, конечно, дороговато будет, но тут либо смириться, либо искать обходные пути. А они тут есть. Поэтому скажу, что при желании принтер получается недорогим в обслуживании как для офиса, так и для дома. По качеству печати. Так как все-таки принтер больше нацелен на текст, тут и с разрешением ничего не выдумывали. 600 на 600 DPI и достаточно. Главное, что текст на выходе четкий, не смазанный, без полос и прочего. Да и печатает он быстро, до 18 страниц в минуту. Хотя для лазера это, конечно, не рекордные цифры. Но для печати докладов, рефератов, курсовых и документов этого с головой хватит. А почему цена завышенная? Так потому что тут не поддерживается ни автоматическая двусторонняя печать, ни даже беспроводное подключение. Поэтому если вам понравился принтер, вы, конечно, можете его взять. Но если ищете вариант за минимальные деньги без переплаты, то смотрите на следующего участника. Специально 4-е место выделил максимально дешевому принтеру, который только можно найти среди лазерных – Phantom P2207. Как раз то, что нужно для совсем еще маленького офиса с небольшими объемами печати или для домашних дел, когда редко нужно что-то распечатать. Тут и сам факт в лазерной технологии играет роль, так как от простоя у принтера не засыхает печатающая головка, как это бывает у струйных. В общем, перед нами простейший принтер. Он даже внешне суперкомпактный, везде поместится. Конечно, по сборке и качеству пластика прям чувствуется, насколько все дешево сделано. Все-таки прошлый Canon в этом плане собраннее. Но нам главное, чтобы печатал как надо и много денег за обслуживание не просил. А тут у нас только черно-белый картридж с ресурсом в 1600 страниц. Что примечательно, Phantom не стали бороться с пиратскими заменами картриджей, а буквально дали зеленый свет на самостоятельную заправку чернилами. В картридже есть отверстие и под слив отработанных чернил, и под заливку новых. Вот такой заправить можно будет раза 2-3, а потом все-таки придется покупать картридж стоимостью в половину принтера. Но бояться этого совсем не стоит, так как за счет дешевых чернил и вот таких самостоятельных дозаправок стоимость печати одной страницы выходит дешевле 1 рубля. А если учитывать, что Phantom печатает как надо, с четким текстом, высоким разрешением 1200 на 1200 DPI, контрастным черным по 20 страниц А4 в минуту, поддерживая наклейки, этикетки, разные типы бумаги, так вообще отлично получается, как для бюджетного принтера. На 3-м месте стоит HP Color LaserJet Pro M255DW. Этот принтер уже из среднего сегмента цен. Подойдет тем, кто либо уже напользовался бюджетными принтерами типа прошлого Phantom, либо хочет сразу заиметь хороший функциональный аппарат. Этот принтер печатает и черно-белыми, и цветными чернилами. В комплекте поставляется с картриджами на 800 и 700 страниц соответственно. Кстати, в плане расходников принтер получается немного дороже конкурентов или каких-нибудь бюджетных моделей на простых картриджах. Но разница в цене одного отпечатка составляет разве что 20%. Точных цифр по заправке не назову, все-таки очень плавающий диапазон цен получается. Но тут вы можете либо смириться с небольшой переплатой, либо пользоваться аналогами. Ничего критичного как для домашнего, так и для офисного использования. К качеству печати вопросов нет. Принтер печатает с разрешением 600 на 600 DPI. В сравнении с конкурентами, этот HP M255DW показал, как должен выглядеть действительно четкий текст с насыщенным черным и ровными полями. Так что для печати документов, графиков, диаграмм и так далее просто отлично. Разве что с цветной печатью видно, что принтер выдает немного искаженные цвета. Но ничего криминального. Для печати картинок, этикеток, наклеек, постеров и так далее этот HP тоже отлично подходит. Тут еще и скорость печати радует. Как заявляет производитель, принтер за минуту выдает около 22 страниц А4 в ЧБ. Но на тестах, конечно, оказалось немного медленнее, около 17 страниц, что тоже приличный показатель для такой качественной печати. На 2-м месте еще один подобный принтер – Canon iSensis LBP633CDW. По большей части он ничем не отличается, но не взять в рейтинг тоже не смог. Поэтому можете рассмотреть его в качестве аналога. Плюс его даже можно взять немного дешевле. Даже внешне этот Canon схож с HP, по крайней мере размерами. Это уж точно не Phantom, такой еще нужно найти куда поставить. Canon тоже печатает и в цвете, и в черно-белом.
Ресурс в целом схожий с прошлым HP, около 900 страниц из черно-белого картриджа и 700 из цветного. Проблем с расходниками здесь нет. Есть и оригинальные картриджи, и совместимые за деньги поприятнее. Оригинальные печатают побольше, черный 1350 страниц, цветной от 1350 до 2350. Конечно, перезарядить немного сложновато, особенно для неопытных, но можно отнести в специальный сервис. Главное, что в использовании проблем не будет никаких. Все понятно настраивается, выставляется, печатается без заморочек. Собственно, у новых принтеров с этим проблем нет. К печати вопросов тоже нет. Максимальное разрешение 1200 на 1200 dpi. Немного отличается от прошлого HP, но глобальной разницы в отпечатке не видно. По крайней мере, без лупы. Тоже четкий текст, насыщенный черный и яркие остальные цвета. В общем, справиться и с текстом, документами, графиками, презентациями, и с рисунками, картинками и фотографиями. Кстати, печать поддерживается на всех распространенных форматах бумаги. Тонкая, плотная, цветная, с покрытием. В форматах А4, А5 и А6. В общем, все перечислять не буду. Если у вас какая-то неординарная задача, можете просто на сайте посмотреть, поддерживается ли нужный вам формат. А на первое место я поставил Kyocera EcoSys P3145DN. Принтер для тех, кто ищет вариант для развитого офиса, который в день производит вплоть до 500 отпечатков. Грубо говоря, для промышленных объектов. Но у него и стоимость соответствующая. Для маленького офиса такой покупать не захочется, да и место он занимает прилично. Но характеристики у этого Kyocera, конечно, впечатляющие. Во-первых, печатает он только в черно-белом цвете, как раз без лишних цветных картриджей. Только документы, только текст, только большие объемы, только хардкор. Из коробки в нем стоит картридж на 6000 листов. Абсолютный рекорд среди лазерных принтеров из этой подборки. Но не среди струйных. А вот если уже ставить новый, предназначенный для этого принтера картридж, то тут получается 12500 страниц А4. Вот тут и струйники присели. Для удобства сделали расширенные лотки на подачу. При желании можно хоть сразу пачку из 500 листов кидать. А если нужно больше, можно докупить еще 4 дополнительных лотка. Но это уже совсем какие-то нереальные цифры. Впрочем, стоимость отпечатка на больших объемах реально получается низкой, если есть желание обслуживать только оригиналом. А если, например, самостоятельно просто перезаправлять картридж, стоимость одного отпечатка вообще до копеек упадет. За качество печати, думаю, говорить нечего. Максимально выставляется разрешение 1200 на 1200, хотя в нем нет особой необходимости. Принтер четко отрабатывает из DPI 600 на 600. Тут можете вообще не сомневаться. Еще поддерживается автоматическая двусторонняя печать. Из другого удивительного – скорость печати. За 1 минуту этот принтер способен распечатать 45 страниц А4. А5 и вовсе 62 штуки. Если вы подыскиваете в офис вариант для работы с большими объемами, с качественной, удобной и дешевой печатью, однозначно стоит рассмотреть этот Kyocera EcoSys P3145DN. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.